Дорогие женщины, девушки, дамы, я хочу вам сказать, что как бы мы не были сильны, как бы у нас не было грамотности, силы воли больше, чем у мужчин, как бы мы не стремились вперед и не хотели бы создавать свою карьеру, свое дело, в любом случае нужно признавать, что роль мужчины в этом мире, во Вселенной, все-таки не из последних. А вообще, по закону мироздания, роль мужчины должна быть отведена как главенствующего, главного. Давайте признаем, что на самом деле, когда, к сожалению, бывают конфликты, войны, основное количество гибнет кто? Мужское население. Потому что мужчины воюют, потому что мужчины защитники Отечества. И так должно быть. Только из-за этого стоит их уважать и ценить и любить. Созданы мужчина и женщина. И какие бы мы феминистические лозунги не сохраняли в своей жизни и не хвастались своей независимостью, в любом случае каждая женщина стремится, чтобы рядом с ней, был сильный мужчина. Сильный не только физически, даже не физически, а духовно сильный, душой, духом сильный. Лидер, друг, который поведет ее по жизни. Если кому-то кажется, что сильная женщина любит командовать, этот человек очень сильно ошибается. Женщине приходится стать сильной, когда не встречается сильный мужчина. Но есть такие маленькие хитрости, которые могут из даже слабого мужчины сделать сильного, хотя бы для видимости, для общества. Потому что всегда уважают семью, где лидер мужчина. Согласитесь? Хотя бы видимость создается, что он лидер. Эту семью уважают больше, чем семью, где командует баба. А эта баба, если она грамотна, если она умна, если она действительно женщина, имеет женское начало, своего мужчину так поднимет, что никто даже не будет догадываться о том, что она правит из-под тишка за его спиной. Но на троне будет сидеть мужчина. Я поставила главным фоном короля Артура, как символ силы мужчины, мужественности, царственности, венценосности. Потому что мужчина должен быть мужественным, царственным, венценосным, главой. Если мужчина хочет быть главой семьи, он должен показывать свое главенство не кулаком, а тем, что возьмет на себя роль лидера, обеспечивающего свою семью, роль охотника, добытчика. Вот такому мужчине подчиняться одно удовольствие. Я сейчас говорю о жизни обычных женщин, не ведьм. У ведьм совсем иная судьба, иное предназначение. Мы венчаны с теми силами, которые нас рождают и создают в этом мире. Я говорю сейчас о жизни простой женщины. Хотя и ведьма может иногда себе позволить как бы показывать лидерство мужчины для того, чтобы он чувствовал себя комфортно. Мужчина голова, женщина шея. Куда шея покрутит, туда голова и смотрит. Но нужно править с умом, показывая лидерство мужчины, его трон, его почет. Дорогие люди, я очень многим хитростям женским научилась у своей бабушки, с которой меня сравнивают. Ее муж, мой дед, клялся ее именем. Она настолько умела крутить и вертеть им, что он даже этого не замечал. Он всегда был главный, как в каждой кавказской семье он главенствовал.
Если он приходил со своими друзьями, то моя бабушка ни капли ворчания не показывала. Она показывала улыбку, она показывала, что она счастлива, рада, что муж привел друзей, а как же иначе, и так далее. Разговаривали друг с другом: дорогая, милая, милый, хороший мой, до самой старости. Она настолько правильно построила свою семью, что моя прабабушка, которая имела вес, которая была женщина еще та штучка, ее боялись даже соседи, мужики, можно сказать. Она была мужественная женщина. Но она настолько, моя бабушка, сноха ее, настолько смогла себя поставить в этой семье, что ее слово проходило больше, чем моей прабабушки. Хотя это вот открыто было не видно. Я бы не сказала, что это открыто, откровенно, вот так вот она приказывала или говорила. Нет. Но она шла навстречу своему мужчине. Она давала моему деду свободу. Свободу проводить время с друзьями, свободу прийти, не ругала, не показывала свое недовольство, злость. И это приводило к тому, что он без нее уже дышать не мог. Вот так должна править женщина из-под тишка, за его спиной, будучи его шеей, чтобы мужчина чувствовал себя главой семьи, но в то же самое время не унижая мужское достоинство. А как это происходит? Я не скажу, что рядом с нами одни дураки, одни слабаки. Конечно, очень много сильных мужчин. Но вы знаете, из короля можно сделать быдло. И можно наоборот, слабого человека поднять до уровня короля. Это зависит от женщины. Можно изгнать мужчину из дома, можно позвать его. Самое главное правило для женщины, которая строит семью, не ворожить. Не прибегать к колдовству. За колдовство плата есть все-таки. Постарайтесь построить свою семью на основе настоящей любви, на основе настоящего уважения. Ведь только женщина, которая себя не уважает, будет жить с мужчиной, зная, что она его приворожила, что она околдовала его, что она что-то начитала, что-то сделала. Гораздо приятнее знать, что тебя любят. Тебя любят, потому что ты есть. Не обращайте внимания на свои изъяны и минусы. У нас тело несовершенно, у нас у всех есть изъяны, минусы. Но женщина, которая за собой ухаживает, может выглядеть красивой, если у нее есть вкус. Не важно ее вес, рост, ничего не важно. Как говорила Коко Шанель, если женщина за 30 лет некрасива еще, значит она дура. Потому что можно подобрать себе и прическу, и одежду так, что ты будешь выглядеть сногсшибательно. А у кого-то может быть идеальная фигура, но ее одежда, ее вот это цыганские манеры и блестюльки и все такое показывают ее низкосортность, и она как бы красиво не выглядела, она портит свою красоту, поскольку не умеет себя преподносить правильно. Никогда не обзывай своего мужчину при друзьях, при людях. Вообще дома не обзывай, не то что при людях. Это унизит его достоинство. Ты же с ним собираешься жить после этого? Нет, если ты с ним уже окончательно порвала и больше он тебе не нужен, да, может быть, пожалуйста, твори, что хочешь, и больше его не увидишь никогда, и он тебя не увидит, еще ладно. Но когда ты собираешься с этим человеком провести еще жизнь, не обзывай его, не унижай его мужское достоинство и гордость при людях. Никогда не говори, что эти идеи твои. Вот, я ему подсказал, это я сказал, это ты помнишь, это я говорила. Не надо, зачем? Он прекрасно знает, что это ты говорила, и это ценит, и этого достаточно. Подними его, наоборот, покажи, что рядом с тобой сильный человек, что рядом с тобой лев, а не собачка комнатная. Иди сюда, иди туда.
Покажи это. Почему? Потому что ты поднимешь свой статус. Когда ты говоришь всем, мой муж дурак, дебил, ненормальный, значит, ты дура и дебилка, раз ты живешь с таким, как он. Правда? Ты себя унижаешь. Ведь один раз пожалеет, второй раз потом скажут. Чего ж ты тогда живешь с ним? Если он такой сякой. Правда? И что ты на это ответишь? Унижая своего мужчину, ты унижаешь саму себя. Запомни это. Либо не живи с этим человеком, отпусти его, не надо за ним потом ходить, говорить про него. Не нужно себя унижать, путь выше. Когда даже идет разговор о нем, пресекай, скажи, я не хочу разговаривать. Да, поделись своей болью, своим горем с близким другом, с матерью, и все на этом. Даже родителям не говори, когда вы ссоритесь, если ты намерена с ним помириться, жить дальше, не говори своим родителям. Это же твои родители, им будет больно за тебя. Они могут ему сказать пару слов, оскорбить. Потом вы помиритесь. У родителей этот осадок останется, обидели же их ребенка, правда? Они уже будут по-другому на него смотреть. И не удивляйся, что отношение к нему изменится, и будет плохое отношение уже. И он будет помнить, что ты пошла, рассказала родителям. Мужчины очень не любят вообще, когда делятся интимом, когда выносят женщины из избы ссор, когда рассказывают подругам и так далее, какие-то подробности, которые ему неприятно вспоминать и говорить. Они очень болезненно к этому относятся. Мужчины вообще не вспоминают то, что сами сделали, но очень хорошо помнят, что женщина сделала в отместку. Если вы собираетесь с ним жить, не говорите, не отравляйте своим родителям мнение о нем и наоборот. Если уходите, уходите. Если остаетесь, значит, переделывайте его под себя. Переделывайте умно, красиво. Дайте ему принимать решения. Делайте вид, что он главный здесь. Плавно, спокойно и по-умному. Не говорите ему, я так сказала, я хочу. Скажите, ты не против, если я вот сделаю? Ты знаешь, вот мне хочется, что ты посоветуешь мне? Я хочу с тобой посоветоваться. Не показывайте рабскую вот покорность, что всю жизнь будете как ты хочешь, но в то же самое время покажите, что вы уважаете его мнение и не принимайте решения, пока он не одобрит, пока с ним не посоветуетесь. Он очень это оценит. При людях покажите, что вы подчиняетесь, слушаетесь своего мужа. Ты же не против, если я пойду? Да, конечно, иди. Вот вы отойдете, а он такой гордый будет сидеть среди своих друзей. Его жена спросила разрешение. Ну покажите ему, что он лидер. Сделайте, девочки, из него мужчину, мужика. Сделайте, это в ваших силах. Хвалите его, поощряйте его. Если он что-то сделал, не ругайте, даже если он не совсем правильно сделал. Если он ошибся, если он вогнал вас в какие-то долги, если он взял какой-то кредит, не спросясь, не надо на него наезжать, кричать, унижать его, не нужно. Ну, ошибся он. Все мы ошибаемся. Друг – это тот, который понимает ошибку. Помните, я рассказывала? Ничего страшного. Ну вот, учти это, в следующий раз будь осторожнее. Еще раз повторяю, если рядом с вами полный дурак, то нечего жить, и мои советы вам не помогут. Но если есть надежда из него сделать того, кого вы хотите видеть, почему бы и нет. При детях не ругайтесь, при детях не унижайте их отца. Никогда детям не говорите, ты как твой отец вылитый, такой же дурак. Не говорите этого, это неправильно. Всегда говорите детям уважать отца. Неважно, в разводе вы или нет, вы в них воспитайте правильное понимание семьи. Пусть дети никогда не видят вашего конфликта. Отправьте их погулять, поругайтесь, разбейте дома посуду, обнимитесь, помиритесь, и когда они придут, они уже ничего не поймут. Пусть дети не будут свидетелями ваших драк, ссор. Будьте выше этого. Своим детям не показывайте абсолютно эти конфликты. Ведь вы ночью помиритесь, а ребенку останется у него в памяти. Папа с мамой поругались, подрались. Правда?
И сколько ты не говори потом, что ничего страшного, так бывает, пустяки, но у ребенка в памяти это останется. Будьте выше этого, будьте умнее этого. Не продавайте своему мужчине секс. Вот ты мне вот это не сделал, вот ты туда не пустил меня, вот это ты не купил. Ну все, спи, отвернись, и я не хочу тебя видеть. Это неправильно. Вы превращаетесь в проститутку. Вы ему продаете интим за какие-то услуги. Понимаете? Если на базаре вам что-то продают, вы какое ощущение к этому продавцу испытываете? Ни ненависть, ни гнев, ни любовь, ничего. Он вам продал это, вы купили и отдали деньги. Вот вы то же самое сделаете со своим мужчиной. Все время не нойте, мужчины не любят нытиков. Вот ты меня не любишь, вот ты такой-сякой. Нет. Вы ему внушите в конце концов, потому что мужчины это большие дети. И он правда начнет задуматься, может, правда не люблю. Может, наоборот, ему нужно все время говорить, что ты без меня не можешь, ты меня любишь, я знаю. Пусть будет так. Поверьте мне, за много лет даже самая нелюбимая жена может стать любимой, если она будет усердно делать то, что муж хочет. Но вы же знаете его привычки, вы же будьте такими, каким он хочет вас видеть. Угадывайте его желания. Станьте для своего мужа смыслом жизни. Позвольте ему главенствовать и править. Пусть он себя правителем ощущает в этой семье. Когда отец главный, когда отец стержень, когда отец сила, эта семья держится. Понимаете, это семья настоящая. Она держится при любой беде. Что бы ни случилось, какую бы ошибку ни совершили дети, они все вместе возьмутся и помогут. Исправят. Встанут камнем просто за ними, стеной. Не бросят. Когда я смотрю, когда отцы оставляют своих дочерей за ошибки, что она забеременела, бросает ее с ребенком, говоря, моя честь задета, моя честь... Какая у тебя честь? Если ты свое дитя оставляешь на улице, какая у тебя может быть честь? Родители, если вы будете позорить своего ребенка, то кто его защитит? Защитите его, невзирая на то, что он виноват. Дома с ним поговорите, но не позволяйте никому открывать рот на своих детей. Вы за своими детьми смотрите. Мы со своим разберемся. Это не ваше дело, вас это не касается. Закройте рты, не позволяйте лишнего на вашего ребенка. Будьте родителями, лидерами, отцом и матерью. А не говори, ребенок, ты сделал ошибку, вообще иди помирай тогда. Наша честь задета. Лидер должен быть настоящий в доме один, а вторая должна делать вид, что подчиняется, и всячески показывать и как бы указывать на лидерство мужа. Создавать такую вот ауру лидерства мужчины. Ухаживайте за ним. Если ваш мужчина-добытчик приходит домой, поставьте кофе, чай. В конце концов, принесите ему тазик с водой и массируйте ему ноги. Ничего стыдного здесь нет. Будьте для него другом, будьте для него близким человеком. Чем больше вы позволяете мужчине, тем больше он вас любит. Не трогай сюда. Не надо. Уберись. Не хочу. Настроения нет. Ты что, как дурак, меня обнимаешь? Ну, какое там лидерство может быть? Если ты его гонишь, если ты его унижаешь. Зачем ты с ним живешь? Если не трогай меня сюда, не смотри на меня, отвернись, пошел вон, я не хочу тебя видеть. Зачем ты с ним живешь? Тогда вопрос. Ведь рано или поздно он устанет просить и ждать, и повернется в другую сторону, посмотрит. Дайте ему быть лидером. Если вы хотите, чтобы рядом с вами был достойный мужчина, вы же сами потом его уважать не будете, если вы будете постоянно за него все делать. Мужчина-охотник, покажите ему, что он рыцарь. Пусть он вас пожалеет. Притворитесь где-то больной, что вам нехорошо. Пусть он вам чай принесет, пусть садится рядом, держится за руку. Ничего стыдного здесь нет. Вы наоборот ему показываете, что он полезный, что он такой важный в вашей жизни. Он вам
просто он вас спасает в данную минуту. Это маленькие хитрости, но очень большие мудрости, которые помогут построить вам настоящую семью. Согласны? В конце концов, в этой жизни могут быть ситуации, когда нужно пойти разобраться за вас. Разборки же не женское дело. Если вы ведете бизнес, пускай мужчина идет и говорит, пускай мужчина идет впереди и решает. Больше зауважает вашу семью. Вы же не будете с мужиками ходить и разбираться мат-перемат, слушать. Дайте ему это право решать, дайте ему это право идти вперед и за вас хоть одно слово сказать. Не провоцируйте его на конфликты. Не играйте с огнем. Не изгоняйте и принимайте 100 раз. Он может один раз уйти и навсегда, и потом будете выть. Мужчина и женщина должны дополнять друг друга, воспитывать друг друга и создавать друг друга в этой жизни. Со временем супруги даже становятся похожи внешне. Не замечали? Настолько они близки. Но всегда сохраняйте лидерство мужа в семье, потому что мужчина должен быть главой рода, мужчина должен быть главой семьи, не нужен матриархат нам. Женщине достаточно за сильной спиной, она и так матриархат, понимаете, она и так мать, она и так главная. Но видимое главенство должно быть у мужа. Львица добивает еду, а лидер прайда, вожак, первым ест. Для чего его кормят, по-вашему? Их там 12-13 львиц, и он один валяется целыми сутками. Его еще упрашивают, пожалуйста, сделай нам новое потомство. Он еще встает лениво, рычит, мол, задолбали меня бабы, и идет так как-нибудь делать свои дела. Понимаете? Для чего его кормят девушки? А для того, что когда будут у них маленькие львята, и какой-нибудь другой лев придет и будет покушаться на прайд, этот встанет, откормленный такой, холеный, ухоженный мужик, и отгонит его. И тем самым спасет этих детей. Вот для чего он нужен. А в животном мире, знаете, у них можно многому научиться, кстати говоря. Они и просто так лишний кусок никому не отдадут. Если дают, платят за услугу. Может, это звучит неправильно, может, это звучит грубовато, но это так и есть. Мы тоже своей любовью, нежностью платим мужчине за то, чтобы он нас защищал, любил, за то, чтобы чувствовать себя мужчиной в конце концов. То есть женщиной, извините. За то, чтобы почувствовать удовольствие в интиме. Это тоже немаловажно. Да, конечно, изобретают сейчас очень много всякого, и магазинов таких полно, где можно мужиков купить по запчастям. Но это все-таки не принесет, наверное, то удовольствие, как от любви, да, от прикосновения настоящей любви. Пусть он у вас слабый, пусть он у вас совершает ошибки, относитесь к этому великодушно, прощайте. Знаете, Хемингуэй сказал, что если вас любят не так, как вам хотелось бы, это еще не говорит о том, что вас любят меньше, чем вы его. Может, глупо себя ведет, может, ведет себя по-детски. Направляйте мудро, умно, в ваших руках очень многое. И поверьте мне, какие бы мы ни были великие там берегини, не знаю, лидеры матриархата, женщины, не знаю, бизнес-вумен, суперкрутые бабы, неважно, нам всегда нужно сильное плечо рядом, которое просто вот обнимет там и скажет: да замолчи ты уже, все будет хорошо. Даже императрицы выбирали фаворитов, которые с ними разговаривали на равных. Елизавета Петровна своим фаворитом везде ходила. И как он ее называл? Лизуня, Лизенька, Лизка, Лиза. Даже при всех называл. Ей было приятно.
Орлов называл Екатерину Катюша, Катенька. Императрицу всей Руси. Сильной женщине хочется, чтобы над ней был лидер и сильный человек. Поверьте мне, женщина останется женщиной. Не нужно равнять мужчин и женщин. Мы разные. Мы по-разному созданы, мы по-разному чувствуем. У нас все разное, не только физиология. Нас разные тянет друг к другу. Нас тянет грубость мужчины, мужчину тянет нежность и женственность женщины. Бывают, конечно, отклонения, но это редкий случай. О чем это говорит? Что мы никогда не будем одинаковы. Не нужно создавать бесполых существ. Вместо мужчины в семье должно быть его место, вместо женщины ее место. Вот этих в советское время вот этих председательниц колхозов, знаете, так, как говорится и так далее. Бесполые существа, которые пришли с революцией, что мужики и бабы одинаковые, равные. Нет, не равные они. Не вверх и вниз считаем, ты нижний и верхний, главный и второстепенный. Нет, они две части одного целого. Но всегда лидерство отводится мужчине, потому что он сильный. И сила ему дана не для того, чтобы кулаком бить в лицо женщины, а для того, чтобы защитить ее, своих детей, потомство, семью, род, страну. Вот для чего сила дается мужчине. Он, правда, эту силу не всегда применяет по назначению, но сила ему дается именно для этого. Учтите. Всего доброго.